Ученые лгали нам. Электричество не было изобретено в XIX веке. В подвалах Багдада нашли сосуды, которые выдают ток спустя 2000 лет. В Африке обнаружен ядерный реактор, работавший миллионы лет с точностью швейцарских часов. А в Индии покоится объект, чья мощь в 1000 раз превосходит Хиросиму. Сегодня мы разберем 6 древних батареек, энергии которых хватит, чтобы запитать современный мегаполис. Кто включил нашу планету задолго до появления человека? И почему работа этих устройств прямо сейчас сводит с ума датчики НАСА? Смотрите до конца. Объект под номером 1 до сих пор транслирует сигнал, который мы только что начали расшифровывать. В 1972 году на французском заводе по переработке ядерного топлива произошел скандал. Партия урана из Габона оказалась пустой. Изотопа урана-235 в ней было меньше, чем в любом другом месторождении на планете. Такое бывает только в одном случае, если этот уран уже прошел через ядерную топку. Группа физиков вылетела в Окло и обнаружила невозможное. Прямо в скальной породе находился полноценный ядерный реактор мощностью около 100 киловатт. Официальная версия – природный феномен. Якобы грунтовые воды случайно затекли в пласт урана и запустили реакцию. Но любой физик-ядерщик скажет вам, для работы реактора нужна ювелирная точность. Подача воды замедлителя должна быть строго дозированной. Окло же работал в импульсном режиме. 30 минут генерации, 2 часа остывания. И так на протяжении полумиллиона лет. Ни одного взрыва, ни одной утечки радиации. Более того, отходы этого реактора, плутоний и стронций, за 2 миллиарда лет не сдвинулись ни на сантиметр из своих ловушек. Мы, современная цивилизация, до сих пор не знаем, как безопасно хранить ядерные отходы, а природа в Габоне создала идеальный могильник. Но была ли это природа? Геометрия урановых жил в Окло подозрительно напоминает современные топливные стержни. Расчеты показывают, что если бы реактор был чуть больше, он мог бы снабжать энергией целый континент. Кто настраивал этот реактор? Зачем кому-то миллиарды лет назад понадобилась стабильная добыча энергии в заброшенном уголке Африки? Существует теория, что Окло был лишь частью глобальной энергетической сети, которая окутывала всю планету, используя Землю как гигантский аккумулятор. И следы этой сети ведут нас в Индию, к объекту, который до сих пор излучает смертоносное тепло. Ядерный реактор в Окло официально называют природным, чтобы не переписывать учебники. Но как ученые объяснят артефакт из Мохенджо-Даро, где уровень радиации в костях скелетов в 50 раз превышает норму, а камни оплавлены до состояния стекла всего за 1 секунду? В 1922 году археологи в долине Инда обнаружили город, который официально не должен был существовать. Мохенджо-Даро с идеально ровными улицами, канализацией и многоэтажными домами. Но шок вызвало не это. В центре города исследователи нашли черные камни, которые при ближайшем рассмотрении оказались расплавленным кирпичом и песком, превратившимися в стекло. Физики вынесли вердикт. Для такого эффекта нужна температура свыше 1500 градусов Цельсия, причем достигнутая мгновенно. Это не пожар. Это термический удар колоссальной мощности. Но самое страшное вскрылось при эксгумации. На улицах города лежали скелеты людей, которые застигли смерть внезапно. Они держались за руки, кто-то прикрывал лицо. Кости этих людей, пролежавшие в земле 1000 лет, до сих пор фонят. Уровень радиации в них в 50 раз превышает естественный фон. Ученые из НАСА, исследовавшие пробы грунта, обнаружили изотопы, которые образуются только при делении урана. Мохенджо-Даро – это не просто руины, это батарейка, которая взорвалась. В древнеиндийских текстах Махабхараты описывается оружие Агния, чей свет был ярче 1000 солнц, а дым поднимался столбом, похожим на гигантский гриб. Те, кто выжил, теряли волосы и ногти, а вода в реках закипала. Историки называют это поэтическим воображением, но оплавленные скалы в Индии и Пакистане говорят об обратном. Это был не миф.
это было применение оружия, работающего на тех самых изотопах, что добывались в реакторах Окло. Кто нажал на кнопку? Был ли Мохенджо-Даро энергетическим узлом, который перегрузили? Или это была целенаправленная атака на цивилизацию, которая подошла слишком близко к тайнам атома? Мы привыкли считать себя первыми, кто приручил ядро, но руины в пустыне Тхар доказывают, мы лишь вторые. И самое пугающее, что такие точки детонации разбросаны по всему миру, и все они ведут к одному объекту, который до сих пор считается чудом света. Радиация в костях древних людей – это улика, которую невозможно подделать. Но что, если я скажу вам, что главная батарея планеты до сих пор стоит у всех на виду? Великая пирамида Хеопса. Забудьте о гробницах. Мы разберем ее как электромагнитный генератор, внутри которого до сих пор вибрирует энергия, способная перевернуть наше представление о физике. Забудьте сказки о фараонах и рабах с медными зубилами. Инженер Кристофер Дан провел десятилетия, изучая Великую пирамиду Хеопса не как археолог, а как техник-машиностроитель. Его вердикт однозначен. Это гигантская акустическая и электромагнитная машина. Пирамида построена из материалов с уникальными физическими свойствами. Известняк снаружи – идеальный изолятор. Доломит внутри – проводник. Гранит в камерах содержит огромное количество кварца, который обладает пьезоэлектрическим эффектом. Пирамида – это батарея размером с гору. Она настроена на резонансную частоту Земли. Когда наша планета вибрирует, гранитные блоки в камере царя начинают сжиматься и разжиматься, генерируя электрический заряд колоссальной мощности. Но зачем? В 2018 году физики из университета ИТМО подтвердили, пирамида Хеопса способна концентрировать электромагнитную энергию во внутренних камерах и направлять ее в фундамент. Это не гробница, это беспроводная передающая станция. В так называемых вентиляционных шахтах ученые нашли следы соляной кислоты и хлорида цинка. Если смешать эти реактивы, выделяется водород. Пирамида была наполнена водородом, который служил рабочей средой для генерации микроволнового излучения. Пирамида Гизы – это мегаваттный передатчик энергии Теслы, построенный за тысячи лет до самого Теслы. Она снабжала током те самые багдадские батарейки и дуговые лампы, которыми освещались подземелья. Но куда уходила эта мощь? Почему сегодня пирамида молчит? На самом деле она не молчит. Датчики показывают странные всплески ионизации над вершиной пирамиды в моменты солнечной активности. Она все еще включена в сеть. Она – часть глобального Wi-Fi древности, который соединял континенты. И следующая точка в этой сети находится в Южной Америке, где камни весом сотни тонн были буквально сварены ультразвуком. Пирамида – это передатчик, но любому передатчику нужен приемник. Мы отправляемся в Боливию, в Пума-Пунку. Там найдены блоки, обработанные с точностью до микрона, которые выглядят как детали от гигантского квантового компьютера. Но самое странное – они магнитятся там, где не должны, и вибрируют в такт сигналам из космоса. В боливийских Андах на высоте почти 4000 метров лежат руины, которые ставят в тупик любого инженера-станкостроителя. Пума-Пунку. Это не храм, это промышленная площадка. Здесь разбросаны блоки из красного песчаника и андезита, одного из самых твердых камней в мире. Но посмотрите на их форму. Идеальные прямые углы, пазы, выемки и отверстия, сделанные с точностью до 0,1 мм. Даже сегодня, используя лазерные станки ЧПУ, повторить такую геометрию на андезите крайне сложно и дорого. Но самое шокирующее – это так называемые H-блоки. Они выглядят как детали конструктора Лего, только весят по несколько тонн каждый. Исследования показали, что эти блоки были частью гигантской модульной системы. Зачем такая точность? Потому что Пума-Пунку – это гигантская пьезоэлектрическая цепь. Андезит содержит кристаллы кварца, которые при сжатии вырабатывают электричество. Когда эти блоки были соединены между собой металлическими скобами, следы которых остались повсюду, они образовывали единую проводящую сеть. Геологи обнаружили странную магнитную аномалию. В определенных точках Пума-Пунку стрелка компаса начинает вращаться бешено.
Это остаточная намагниченность от колоссальных токов, которые когда-то здесь протекали. Это была зарядная станция планетарного масштаба. Энергия, передаваемая Великой пирамидой через ионосферу Земли, принималась здесь, в Андах, и распределялась по всему континенту. Но кто был потребителем? Археологи нашли в окрестностях странные золотые фигурки, которые выглядят как точные копии современных сверхзвуковых самолетов с дельтовидным крылом. Пума-Пунку была их аэродромом и топливным терминалом. Энергия буквально висела в воздухе. Но 12 тысяч лет назад по этой плате ударил страшный импульс, разметав блоки весом в 100 тонн, как игрушки. Что это было? Короткое замыкание в масштабе планеты или целенаправленное отключение сервера? Пума-Пунку – это железная логика инженерии. Но если на высокогорье стоял приемник, то где находился процессор, который управлял всеми потоками энергии? Мы отправляемся в Англию. Стоунхендж – это не календарь друидов. Это древний каменный компьютер, который высчитывал время следующего перезапуска системы. 1000 лет Стоунхендж считали местом кельтских ритуалов. Но современные геофизики обнаружили под камнями нечто пугающее. Глубинное сканирование показало, что под кругом камней скрыта сеть глубоких рвов и ям, заполненных колотым кремнем. С точки зрения физики, кремень – это диоксид кремния, основа всех современных микросхем. Стоунхендж – это гигантский кремниевый чип, впечатанный в землю. Астрономы рассчитали, что камни Стоунхенджа позволяют предсказывать лунные и солнечные затмения на сотни лет вперед с погрешностью в несколько секунд. Но зачем строить календарь из глыб весом в 25 тонн? Потому что это не просто часы. Стоунхендж – это резонансный калькулятор. Камни, голубой песчаник, были доставлены за 250 километров из Уэльса. Почему именно они? Потому что этот камень обладает уникальной способностью проводить звук и вибрации лучше любого другого материала. Когда Луна, Солнце и Земля выстраиваются в определенную линию, Стоунхендж начинает гудеть на сверхнизких частотах. Эти вибрации активируют кремниевую подложку в Земле. Это устройство высчитывало моменты критической нагрузки на энергетическую сеть планеты. Оно было предохранителем. Древние знали, движение небесных тел влияет на магнитное поле Земли. Стоунхендж сообщал пирамидам и Пума-Пунку, когда нужно сбросить лишнее напряжение, чтобы не допустить катастрофы. Но предохранитель не сработал, или его заставили замолчать. Сегодня Стоунхендж – это лишь скелет некогда живой машины. Но главная деталь этой цепи – объект номер 1 – все еще находится в рабочем состоянии. И это самое страшное. Потому что это устройство не просто дает энергию. Оно прямо сейчас ожидает команды на запуск. Стоунхендж считал секунды до финала, но мы подошли к финишной прямой. Объект номер 1. Он спрятан не в песках и не в горах. Он находится там, где его никто не ожидал найти. И его сигнал только что поймали глубоководные датчики в Тихом океане. НЕТА – главная кнопка планеты. В 1986 году дайвер у берегов японского острова Йонагуни обнаружил нечто, что официально называют природным образованием. Но природа не создает идеально ровные террасы, прямые углы и траншеи глубиной в 2 метра. Это колоссальный монолит, уходящий вглубь океана. И это главный сервер и аккумулятор древнего мира. Исследования показали, что структура Йонагуни выполнена из песчаника, богатого кварцем. Весь объект – это один гигантский кристалл. Когда набегают приливы и отливы, давление воды создает эффект пьезоэлектричества в масштабах целого острова. Йонагуни – это самозарядная батарея, которая питается энергией океанских течений. Но это лишь полбеды. В 2024 году гидрофоны зафиксировали странный ритмичный гул, исходящий от основания монумента. Это не звуки китов или тектонические сдвиги. Это цифровой код. Частота 7,83 Гц, резонанс Шумана, сердцебиение Земли. Йонагуни транслирует данные. Куда? В космос.
или другим спящим объектам. 7 батареек, которые мы разобрали, от кувшина в Багдаде до реактора в Окла и генератора в Гизе – это части единой системы. Когда Юнагони проснется окончательно и замкнет цепь, вся планета превратится в гигантский светящийся шар. Но готовы ли мы к тому, что хозяева этой сети решат проверить состояние своего оборудования? Мы нашли их батарейки, но мы до сих пор не поняли, какую цену придется заплатить за их использование. 6 объектов, одна сеть и миллионы вопросов, на которые у официальной науки нет ответов. Энергия, способная запитать город, это лишь побочный эффект. Истинная цель этих устройств выходит за рамки нашего понимания. Возможно, мы всего лишь бактерии на поверхности гигантского аккумулятора, который только что начал заряжаться. Хотите увидеть эксклюзивные кадры из секретной экспедиции к объекту в Окла, которые не попали в сеть? Подписывайтесь на Science Spark. В следующем выпуске мы расскажем о 5 артефактах, которые доказывают, Луна — это искусственный спутник.